Всем привет! И вот какая у меня случилась беда. Мои тесочки разломались, лопнули. И, как правило, тесочки сделаны из чугуна. А чугун теоретически уже не варится. А практически чугун можно сварить. Мне данных тесочков жалко, и я попробую эти тесочки отреставрировать. Конечно, мне, если это получится. Разобрал я свои тиски. Сейчас эти места, где сломано, надо зашлифовать, сделать фаску, потом будем пробовать варить. Итак, все подготовили. Начнем варить с этой части наших тесочков. Теперь будем нагревать наш чугун примерно до температуры 300 градусов. Чугунчик нагрели. И теперь надо обязательно перед тем, как варить, прокалить электроды наши, чтобы были бы они горячие и сухие. Чугун все-таки это не тот материал, который можно было бы варить. Это я уже понял. Например, данный чугун, с которого сделаны тиски, ну реально не варится никакими электродами, никаким способом. Что я только не пробовал. И нагревал чугун, пробовал нагретый варить, и прокаливал электроды. И с электродом, на который была намотана медь. В принципе, большой роли медь не играет, но имеет один плюс при сварке чугуна. Когда мы варим, сталь смешивается с медью. Медь не дает трескаться именно сварочному шву, потому что медь более эластичный металл. Здесь пробовал варить вот электродом по чугуну, у соседа одолжил. Ну, вроде как немножко и варится, но все равно я вижу, это ненадежно. Значит, дальше я пробовал варить полуавтоматом. Но ни в какую не варится. Конечно, чугун чугуну разница. Один чугун варится, другой не варится. Это я уже понял. Например, вот такой чугун, который печной, он варится. Вот бочка металлическая, а сами дверки на печке, как видите, они чугунные. И вот смотрите, какой шов хороший ложился, классный. И все это дело варилось. И уже эта печка у меня работает 10 лет. Я не знаю, что это за сплав, но нереально сварить. Если и при большом старании их сварить, то по-любому раз-два зажмешь и отломается. Так вот, я пришел к такому выводу. Я варить не буду. Я просто эту часть выброшу, оставлю вороток, заднюю часть, а эту часть переднюю сделаю самодельную из швеллера. Я думаю, это будет намного лучше и будет работать долго и упорно. 80-й швеллер почти подходит. Но чуть-чуть затолст. Надо обшлифовать. Итак, все подогнали, шлифанули, а теперь надо сварить их вместе. Ну что, варим.
Вырезал вот такую упорную пластиночку. Металл, конечно, серьезный, 14 миллиметров. Но так как тут будет стоять вороток и прижимать, здесь и нужен такой серьезный металл. Ну что, обвариваем. Вот я снял старую щечку и буду ее использовать дальше. Ну вот, все приварил по своим местам, обварил, отшлифовал. Теперь все красим и смотрим, что получилось. Я думаю, будет все супер. Вот все я покрасил, сделал эстетичный вид. А теперь давайте все соберем по своим местам и посмотрим, что из этого у нас получилось.
Какая получилась красота. Лично мне нравится. В принципе, получилось все очень классно и круто. Я думаю, что это будет 100 раз лучше, чем сварить данные тиски. Итак, вот установил на свое место. И теперь вот имею вот такую трубочку. 3 мм толщина на 40. Давайте попробуем ее согнуть с помощью этих тисков после реставрации. И вот данную трубочку 3 мм толщиною, 100% 3 мм, согнули спокойно. Эта часть уже, которую я сделал самодельную, ради нее можно не переживать, она 100% выдержит. Но надо переживать всегда теперь вот за эту часть. Все-таки родная часть это чугунная, надо ее беречь. И я не решился варить чугун. Конечно, я его попробовал варить. Детали, которые чугунные и работают где-то под давлением, то лучше, если это лопнет, заменить на новый, но только не варить, потому что это даже опасно. Можно чугун еще заварить в тех местах, где реально нету нагрузки большой, давления и так далее. Чугун это не тот материал, чтобы варить. Ну как-то так, разобрались с этим чугуном, с этими тисками и так далее. Все, короче. Всем спасибо за внимание, всем пока.